Мир водных просторов скрыл множество загадок, и только время от времени он раскрывает их нам, принося на наши берега удивительные сокровища. Сегодня я расскажу о таинственных и ужасающих находках, обнаруженных в море Селиш. Обсудим жуткое существо с перышками-щупальцами, вынесенное на берег, а также встретимся с прототипом мультяшного героя, найденного на песке. Приготовьтесь к захватывающей экскурсии по списку удивительных предметов, выброшенных волной на берег. Приглашаю вас в новое приключение. Позвольте рассказать вам о первой необычной находке. Как-то раз чета супругов совершала променад по берегу Южной Австралии. И вот, когда они достигли устья реки Мюррей, их взору предстал внушительный предмет. Сначала люди предположили, что это существо из морских глубин было плодом их воображения. Однако по мере приближения к нему им стало ясно, что он вполне реален. Это оказалась огромная лунная рыба. К сожалению, она была уже бездыханна. Впрочем, неудивительно, что они сначала не поверили в ее существование, ведь она действительно выглядела странно. Ее необычный вид дополняли поразительные размеры. Такие обитатели глубин редко встречаются у берегов Южной Австралии. Несмотря на свои внушительные габариты, такие рыбы абсолютно безвредны для человека. Обычно они питаются планктоном. А вот вам мистическое фото с пляжа. С 2007 года начали поступать сообщения из района моря Селиш о необычных находках, обуви с остатками человеческих ступней внутри. С этой даты море Селиш стало местом загадочных и ужасающих находок. Это вызвало шок и тревогу среди местных жителей и стало объектом интереса для властей и следственных органов. Каждая новая находка только усиливала тревогу и вызывала вопросы. Откуда и почему появляются эти странные предметы и что они символизируют? Различные теории возникали, но ответы так и оставались тайной. Жители прошли через эту эмоциональную атаку страха и ужаса. Вспоминая каждый случай сверхъестественного явления, холодок по коже бежит вдоль позвоночника. Говорят, что во всем этом зловещем присутствует какая-то сверхъестественная сила, или же существо, которое отправляет эти предметы на берег. Отождествляя обувь со ступнями людей, оно, возможно, хочет напомнить о своем существовании, предупредить нас о потенциальной опасности. Поиски источника человеческих останков, обнаруженных в море Селиш, оказались очень сложными из-за возможности перемещения плавучих предметов на большие расстояния морскими течениями. Кроме того, при оптимальных условиях человеческие останки могут сохраниться в воде до 30 лет в виде жировоска, что еще больше затрудняет их идентификацию. Канадский писатель Шейн Ламберт высказал предположение, что неопознанные ступни могли принадлежать жертвам цунами в Индийском океане в декабре 2004 года. Он указывает на сильные северо-восточные течения из Индийского океана в Тихий, а также на то, что обувь большинства жертв была произведена в 2004 году или даже ранее и продавалась в основном в странах Азии. Также возможно, что они стали жертвами преступного умысла, хотя на ступнях не было обнаружено явных признаков насилия. Страх и тревога окутывают море Селиш. Загадка предметов обуви с человеческими ступнями остается неразгаданной и навсегда останется частью тайн этого загадочного моря. И если в США находят на берегу ноги, то в России нашли сумку с 27 парами рук. Или просто 54 руки, зависит от того, как вы хотите на это смотреть. Ее выбросило на сибирские берега ледяной реки Амур. Обнаруженный рыбаком пакет с отрубленными руками, по данным Следственного комитета России, не криминального происхождения, но он был утилизирован способом, не предусмотренным законом. Рядом с руками были обнаружены медицинское оборудование, бинты и больничная обувь. По-видимому, для судебно-медицинских лабораторий не редкость некоторое время хранить руки после захоронения тел, чтобы знать информацию об отпечатках пальцев. Но как они оказались в реке Амур, остается только догадываться. Следующую находку обнаружил американец, когда прогуливался вдоль береговой линии со своей дочерью в штате Вашингтон. В руках у него был фотоаппарат. И это стало большой удачей, так как на пути отца и дочери встретилась гигантская коряга, выброшенная на берег. Это дерево невозможно измерить, но его размеры поистине поражают. На фото фотограф, рост которой составляет 183 сантиметра. Власти близлежащего Олимпийского национального парка подтвердили, что деревья такого размера действительно редки, несмотря на то, что местность славится большими насаждениями. Дерево, вероятно, было сломано сильным зимним ветром.
упало в воду и в конечном итоге было выброшено на берег. Однако, по мнению ученых, для того, чтобы сломать такое огромное дерево, действительно нужны очень сильные ветры. А вот еще одна женщина – профессиональный фотограф дикой природы, которая в течение многих десятилетий бродила по побережью в Нью-Джерси и фотографировала флору и фауну. И вот в 2018 году она встретила то, чего никогда не встречала за все предыдущие годы. Это было удивительное создание, выброшенное волнами на берег. Круглое по форме, с изящными, словно перышками щупальцами по краям. В его облике было нечто напоминающее медузу. Несколько таких медуз были выброшены рядом на берег и вызвали настоящий ажиотаж среди местной общественности. Их называют синими пуговицами, и каждая из них является частью колонии хищников, которые выслеживают свою добычу. Однако такие существа редки в Нью-Джерси, потому что обитают далеко от этих мест. Ученые полагают, что их выбросило течением, когда в этом районе бушевал ураган Флоренс. А вот что в 2018 году море оставило на пляже. Это существо выбросило на берег в Джорджии, в национальном заповеднике дикой природы. Эти кадры разделили научный мир пополам. Некоторые поддержали идею о том, что неизвестный вид или известное животное стали неузнаваемым в результате разложения. Другие морские эксперты отрицали, что это существо когда-либо жило. Процесс разложения был слишком безупречным. Там не было содранной кожи, поврежденных конечностей или открытых внутренних органов. Следовательно, предмет, похожий на лохнесское чудовище, вероятно, был мистификацией. Если это была чья-то идея пошутить, то они выбрали идеальное место. В этом районе обитает мифическое существо, называемое монстром Альтамаха. Фотографии полностью совпадали с художественными изображениями этого существа. Однако, единственное, что могло бы пролить свет на эту загадку, само тело животного бесследно исчезло. В 2019 году мужчина и его сын нашли погребальные урны, которые выбросило на берег в Нидерландах. Подросток, который нашел урны вместе со своим отцом, подумал, что в них могут быть наркотики. Ох уж эти наивные голландцы. Однако, когда он открыл контейнер, то понял, что внутри находится прах человека. Все 3 урны были помечены, что позволило проследить их происхождение. Их хозяином был один из крематориев в Германии. Немецкие законы о хранении человеческих останков очень строги. Редко люди получают разрешение хранить прах умерших родственников дома. Захоронение в море разрешено, если для урны использовать биоразлагаемые материалы. Однако найденные урны были сделаны из алюминия. Это вызвало серьезные споры, но одна из судоходных компаний внесла ясность. Найденные урны находились на борту одного из ее кораблей. Если бы все шло по плану, прах был бы развеян над водой, но сотрудники компании случайно уронили урны в воду. Следующее необычное существо было найдено в 5 милях от старого Портсмута в Англии. Гуляющий по пляжу человек заметил плавающее тело. Он быстро набрал телефон полиции, но когда она и береговая охрана прибыли на место происшествия, они быстро поняли, что это вообще не живое существо. Это была точная копия печально известного инопланетянина Ити в натуральную величину. Модель фантастического киногероя принадлежала 76-летней пенсионерке. Она была изготовлена ее дочерью вручную за 9 лет до инцидента. Затем инопланетная модель была украдена из дома женщины вместе с некоторыми украшениями и утюгом. Неплохая добыча для профессиональных воришек школьного возраста. Можно порадовать ей свою бабушку, девушку и не забыть про себя, настоящего любителя фантастики. Несмотря на эту трагическую потерю, пенсионерка была уверена, что инопланетянин вернется домой, и она оказалась права. Но, к сожалению, когда большая кукла очутилась дома, она выглядела слегка потрепанной и потеряла один палец. Ай-яй-яй, бессовестный малолетний воришка, ты еще и неряха. Тем не менее, его владелица была более чем рада воссоединению со своим любимым инопланетянином. Обычно, когда исследователи обследуют побережье, они ищут морских обитателей или исчезающие виды птиц, но иногда они находят действительно необычные вещи, например, несколько жутковатых кукол. Неужели это все-таки международная банда или какой-то новый молодежный челлендж? Согласно отчетам исследователей, эти куклы появляются на пляжах Техаса уже
уже много лет. Большинство из них найдены в ужасном состоянии, либо покрыты ракушками, либо без глаз, конечностей и волос. Директор заповедника Техасского университета собрал около 30 таких пугающих кукол. Заповедник даже задокументировал некоторые из этих береговых находок на своих страницах в социальных сетях. И нашлись люди, которые выразили заинтересованность в их приобретении. Но откуда взялись эти куклы? На самом деле не совсем ясно. Однако исследователи заявили, что пляжи Техаса являются мусорным магнитом из-за петлевого течения, которое простирается от полуострова Юкатан до Флориды. Значит, в будущем здесь может появиться еще больше таких кукол. И если вы когда-нибудь подобное увидите, то оставьте их бабушке Итти. А в Австралии человек наткнулся на хребет кита на пляже в природном заповеднике. С позвоночника млекопитающего была снята плоть, обнажив несколько крупных костей. Один научный сотрудник Института исследования дельфинов предположил, что кости могли быть весом до 10 килограммов. Он также заявил, что подобные останки редко находят на суше, что делает эту находку довольно интересной. Власти заявили, что они были осведомлены об этой находке. Любопытным наблюдателям не разрешалось трогать или снимать какие-либо части скелета. Поскольку киты находятся под защитой австралийского законодательства, владение любыми их частями незаконно. Несоблюдение этого требования может даже повлечь за собой серьезные штрафы. Однако это предупреждение, возможно, было излишним, потому что, как выясняется, нашедшего скелет привлек к этой находке небольшой змееподобный вид позвонков. Они действительно гнилостный смрад, сопровождающий тушу. Корабли-призраки захватили воображение фанатиков небольших рассказов, цель которых – напугать читателя. Они существуют еще со времен Уранг-Медана, голландского грузового теплохода, затонувшего в Малакском проливе. На нем, как считается, при невыясненных обстоятельствах погиб весь его экипаж. Однако, в отличие от жутких историй у костра, связанных с ними, корабли-призраки – вполне реальное явление. В 2016 году пустой 60-метровый нефтяной танкер выбросило на берег Либерии без объяснения причин аварии и без экипажа. Еще один инцидент произошел, когда контейнеровоз длиной 180 метров выбросило на берег недалеко от берегов Мьянмы, после того, как он почти 10 лет пропадал в море. Так что независимо от того, существуют ли призраки на самом деле, корабли-призраки по-прежнему могут быть предметом дискуссий. Это непреложный, но суровый факт. А вот жители Айдахо были немного озадачены, увидев ржавый металлический игровой кубик размером 2 на 2 метра, выброшенный на берег. Несмотря на толстый слой ржавчины, белые точки игральной кости были в идеальном состоянии. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что кто-то нарисовал большие белые пятна на в остальном ничем не примечательном сервисном боксе. Они представляют собой технические конструкции, обычно устанавливаемые на причалах, предназначенные для подачи воды и электричество на пришвартованные суда. Это и подтвердил местный житель, который видел, как несколько лет назад старый резервуар для хранения смыло водой. Прежде на нем кто-то нанес белые пятна. Нескольких сильных дождей и наводнения было достаточно, чтобы гигантскую кость выбросило в море, чтобы позже ее снова вернуло на берег. Поклонники популярного анимационного фильма «В поисках Немо», возможно, помнят глубоководную рыбу, у которой на голове была электрическая лампочка. Учитывая, насколько устрашающе это выглядело в фильме, вы, возможно, предположили, что рыба была вымышленной. Однако это существо, называемое рыбой-удильщиком, вполне реально, и его можно встретить в темных глубинах океанов. Это странное млекопитающее обычно обитает на глубине около километра. У него полный рот кошмарно острых зубов и выступающий стебель на голове, который производит свечение, помогающее привлекать добычу. Как и большинство глубоководных обитателей, эту рыбу тоже редко можно увидеть за пределами ее водного дома. Но в 2021 году одна такая рыбина, все еще целая, была найдена выброшенной на берег в государственном парке в Калифорнии. Неясно, как она туда попала и почему, но это точно разновидность рыбы-удильщика, называемая тихоокеанской футбольной рыбой.
что еще более важно, то что этих рыб редко можно увидеть, но это не означает, что они редки в природе. Напротив, просто обычно они обитают на больших глубинах, и мы просто об этом не знаем. Многие из нас мечтают найти клад и разбогатеть за один день. Кладоискатели спускаются на дно моря, чтобы найти сокровища на затонувших кораблях. Однако каждый день море выбрасывает на поверхность множество предметов, которые радуют людей. А у вас, друзья, есть возможность порадовать себя и попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылочка будет в описании. Спасибо вам за просмотр, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.